К лету 41-го года вот нас было 5 человек в семье. Папа, мама и нас трое детей. Жили вот мы в Московской Славянке. А что из себя представляла тогда, вот в начале 40-х, Московская Славянка? Московская Славянка — это было большое село на 300 домов. Так говорила, во всяком случае, я слышала, взрослые. У нас постоянно летали самолеты же на Ленинград тоже. И ну, их можно было отличить по гулу. Такой, знаете, гул был такой бомбардировщиков, ну такой тяжелый такой гул. Вот. Ну, и мы, конечно, еще были дома, прятались, все не закрывали крючок, но дети, понимаете. Бегали по траншеям, нам было интересно. А потом в июле или в начале августа мы уже из Славянки бежали. Ну, как бежали, в смысле, вот я запомнила детская коляска, туда сброшены вещи, это младшая сестра, ей 3 года. И мы уходили из Славянки в окопы. Окопы, значит, в сторону Устья-Жоры по реке Славянка. Там еще маленький лесочек такой, вы этого района не знаете? Знаю. Ну вот где маленький лесочек такой, вот там были вырыты окопы. Ну и там пока еще было лето, тепло, с легкими вещами, потому что что там оставалось в доме, что-то в подвал снесли, закрыли дом и убежали. Вот. Ну тут уже началось и обстрел, и все. Был какой-то момент, тихо было, и некоторые в Славянку жители пошли, ну, взять вещи какие-то или что-то. Никто же не предполагал, что это так надолго. Ничего с собой не брали, такого вот, ни зимнего, ничего. Ну вот. И, ну, и еда какая-то у кого, где что было еще. Все-таки это же местность сельская, в огородах что-то было. Еще не знаю, так во всяком случае. И вдруг в один миг некоторые думали, что вообще уже не будет, война заканчивается. Оставались в доме, но они так и остались. Вот, потому что вдруг эта тишина была так нарушена таким боем, видимо. Бой или обстрел, там я не знаю, что было. В общем, у нас Славянка вся загорелась. Вся. То есть такой пожар, как вот сейчас показывают от взрывов атомов. Ну, в общем, так горело все. После этого в Славянке там никто никогда ничего. Кто жив, тот бежал. То вот мне запомнилась женщина, она бежала, у нее с руку, видимо, она уже без памятства, что ли, прибежала. Там рука у нее вся была то ли оторвана, то ли окровавлена, не помню. Ну вот. Ну и так, все, на этом закончилось. Начали жить вот только в этих землянках, вот. А землянки, правильнее называть. Ну и жили мы так до холодов. Начались холода, надо было перебираться куда-то. А у мамы родственница, вернее, у мамина сестра была замужем, они жили в Славянке, но у нее были родственники в Устье-Жоре. И вот мы туда, в Устье-Жору, перебрались, к ним туда, в дом. Ну, в дом, где там почему-то и военные были тоже уже, наши стояли. И, ну, в общем, приходили военные, я не знаю, где они стояли, в этом доме или не в этом. Ну, там выделили нам уголок, где мы вот и находились, и где уже нас полностью застала блокада. Мама и отец с нами были, выползали они там с женщинами, когда уже заморозки были, на огороды, огороды-то не копали, выползали там, где свеклу, где какое замороженное уже находили, овощи. Ну, а ползали, потому что обстрелы нельзя было. Я еще вот помню, что кто варил там чего, не знаю, но помню, что открыта крышка на плите,
И я пальцем, вот знаете, образуется пот на крышке. Я пальцем этот пот вот так стирала и в рот. Вот. Это тоже вот такие мелкие детали детские. Вот. Ну и вот там мы бы зиму зимовали как-то. Чем питались? Мне запомнился этот мох жареный. Горький. Вот его жарили. Где его там брали еще где-то, наверное, родители. Ну и те пайки хлеба, которые были, нам давали по каким-то граммам. Я лежала уже опухшая. Ну, в общем, дожили мы до апреля месяца, когда уже последнюю эвакуацию вот объявили, когда уже, ну, уже лед стал, вода там это уже образовывалась на поверхности, через Ладожское озеро же нас эвакуировали. Вот, и там уже полыни образовывались такие, что туда уходили под лед. Ну, так, как говорили взрослые, я не знаю, нас везли на машинах, брезентом накрытые машины. Вот туда нас всех эвакуированных посадили и везли нас на этих машинах по Ладожскому озеру. Взрослые говорили, что перед нами машина утонула с людьми. Я не знаю этого. Вот. Ну, нам, наверное, повезло. Нас вот как раз вот дежурные отвели нашу машину в сторону и как бы объехали эту полынью. Потом нас отправили поездом в товарных вагонах, нас везли в Казахстан. Ну, вот, ехали мы туда очень долго. И там распределили по домам тоже. А когда везли тоже на машинах. На машинах. И вот запомнилось мне, что вокруг, знаете, проезжаешь село, бегут ребята, конечно, дети. Эвакуированных везут, кричат. И вот нам несут молоко, хлеб, люди несут.